Друзья, всем привет! Я Рома, ваш контркультурный гид. Предыдущее видео о модной группе 10th Degree зашло неожиданно хорошо. Если честно, я даже не ожидал такого количества просмотров, лойсов, комментариев и прочих активностей. Как известно, куй железо пока горячо, вот такие у нас сегодня обороты. Поэтому вдогонку я запилил еще один видос о британской андеграундной сцене конца 80-х годов. Но не спешите кричать баян и закрывать вкладку. Как обычно, тема будет не самая очевидная, но очень интересная. Кстати, если вы еще не подписались на этот канал, сейчас самое время это сделать. Если вы все еще не скипнули этот видос, то наверняка уже поняли, что он надвигается к кайфу. Сегодня мы поговорим об одном из влиятельнейших и легендарных альбомов в истории экстремальной музыки, конечно же, по моему мнению, а также о его наследии. Итак, поехали. Итак, представьте себе, 1 января, первый день Нового года, в воздухе витает праздничное настроение, люди полны радости и надежд. Таким 1 января могло быть и в 1989 году, но нашлись люди, которые решили, что этот день нужно непременно испортить. Британский лейбл Earache Records, о котором я слегка говорил в предыдущем ролике, едко хихикая, выпустил на прилавке альбом Disgrace to the Corpse of Sid от самой антимузыкальной группы Британии всех времен, краст-панков Sore Throat. Кстати, удивительно, что я смог выговорить название с первого раза. Альбом вышел на 12-дюймовой пластинке, и у каждой его стороны своя атмосфера. Если стороной Б были 11 относительно неспешных панк-манифестов, то на стороне А открывался настоящий портал в ад. 90 треков, способных вытрясти душу из любого, кто осмелится ее запустить. Никакой мелодичности, никакой красоты, только дисторшн, истошные вопли и неистовое молотилово дичайше разогнанной драм-машины. Здесь я должен экспрессивно говорить тотальный хаос, но у меня не получается вызвать нужную эмоцию, поэтому я не буду так делать. Считается, что нойскор начался именно с этой пластинки. Если вы по какому-то недоразумению до сих пор не в курсе, что это за жанр, то уважаемый комплюктор сейчас нам это подскажет. Итак, нойскор – это очень интенсивный экспериментальный стиль музыки, который сочетает в себе быстрый темп и агрессивные звуки. Он часто включает в себя много шумов, дисторшенных гитарных звуков и кричащих вокалов. Нойскор может звучать довольно хаотично и вызывающе, и он часто используется для выражения ярких эмоций и недовольства социальными проблемами. Естественно, можете даже не брать в голову этот беспорядочный набор терминов. Просто послушайте такие группы, как Nicoda Ray, World или ранние работы Anal Kant, и вам все станет ясно. Да и в целом Sore Throat оставили довольно заметный след в истории андеграундной культуры не только Британии, но и всего мира, иначе бы я вам тут о них не рассказывал. Так что было бы странно, если бы Disgrace to the Corpse of Sid не стало бы объектом для пародий и оммажей. Перечислять альбомы, в которых пародируется одна лишь только обложка, по-моему, затея довольно глупая и утомительная. Сделали и сделали, таких умников полно. Поэтому я буду говорить только о тех, кто пытался обыграть Sore Throat во всех смыслах этого слова. Наверное, одним из первых, кто спародировал британцев, был финский дуэт Ars Slaughter, который в 1993 году своими силами выпустили невыносимо отвратительный альбом-пародию Disgrace to the Corpse of Ars. Для своего первого релиза господа Ars и Ear Slaughter, это, если что, их псевдонимы, 3 весенними днями 1993 года в полевых условиях отыграли и записали 121 песню, а затем свели их воедино и размножили на 25 тысячах аудиокассет. Так что изначально не самый лучший звук помножился на известные недостатки носителя, и это привело к закономерному результату. Альбом вышел дико неслушабельным и корявым, и не исключено, что это было сделано намеренно. Как услужливо подсказывает Википедия, Сид Гомес – это бразильский политик, бывший губернатор штата Сеара, а ныне уважаемый сенатор. Яркой страницей в биографии – это февраль 2020 года, когда Гомес был тяжело ранен во время массовых беспорядков в городе Собрал.
Я заранее извиняюсь перед жителями этого города, если поставил неправильное ударение. Но он не только выжил, но и продолжил работать на благо государства. За 5 лет до тех событий бразильские нойзграйндеры Morta Lenta неиронично упомянули имя политика в их дебютнике Disgrace to the Corpse of Sid Gomes. Правда, на этом связь альбома с политиком заканчивается. Песни на нем посвящены совсем другим вещам, в основном какой-то кринжовой ерунде. Номинально на пластинке всего лишь 47 песен, но, учитывая трек под номером 10, таящий в себе 8 хитов, и 67 неподписанных песенок из 40-го трека, то их общее количество вырастает до вызывающей уважения цифры 120. Но даже такое количество не идет ни в какое сравнение с тем, что сделали соотечественники Morta Lenta, группа New York Against the Beelzebub. Для диска Disgrace to the Corpse of Beta они без особого напряга сочинили 13 032 песни. К удивлению, при таком-то разнообразии стриминговых сервисов альбом не представлен ни на одном из них, даже на Apple Music. Так что насладиться этим шедевром у вас, к сожалению, не выйдет. И снова в названии альбома упоминается уважаемый человек, но на этот раз не для красоты. Имя Гунпэй Йокой должно быть известно каждому фанату компании Nintendo. Ведь благодаря ему свет увидели игры из серии Super Mario, Metroid, а также консоли Game & Watch, которые у нас известны как Волк и Яйцы, и Game Boy. В 2010 году проект AXBXNX, который шифруется как, впрочем, неважно, в дань уважения Йокои выпустил нойз-альбом, построенный на MIDI-сэмплах из игры Metroid. Создатель этого грохочущего творения, с позволения сказать музыкант и успешный ютубер Эрик Пилмейер, не поленился придумать название каждому из 189 треков альбома. Хотя, наверное, лучше бы этого не делал. Группа Хакджаб из Портсмута, это такой английский город, довела идеи своих соотечественников до полного безумия. Их альбом целиком состоит из песен длиной в 1, максимум 2 секунды. И в отличие от творения Sore Throat, второй стороне, где можно перевести дух под неторопливые панкские мотивы, места на этом альбоме не нашлось. Я, кстати, специально не говорю название этого альбома, потому что я язык сломаю, если попробую его назвать. Но и устать особо не получится. 101 трек, прямо как в оригинале, пролетают весьма стремительно. Если бы это было соревнование по количеству треков в альбоме, то анонимный проект Rotten Creek занял бы в нем почетное 3-е место. В его пародии их набралось аж 133, а на вкладыше к альбому вообще указана цифра 179. В названии альбома в саркастическом ключе упоминается имя трагически погибшего натуралиста Стива Ирвина. В 2006 году, во время съемки материалов для своего фильма «Смертельно опасные существа океана», Стив погиб от удара жалом, нанесенного разъяренным скатом. Такие дела. Как и диск New York Against the Beelzebub, эту пластинку вам послушать не удастся. И это скорее к счастью. В цифре ее пока нет, а на виниле выпущено всего лишь 30 копий. А может быть даже и 40. Даже сам автор не знает сколько точно. Друзья, как ни прискорбно говорить, но этот ролик подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел его и не уснул по пути лицом в салате. Если вам понравился этот выпуск, то можете также посмотреть предыдущий. Он такой же прикольный, как и этот. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Rubbish Music, где я терроризирую своих подписчиков еще более странной и оттопыренно злой музыкой. Правда, не всегда.
В общем, подписывайтесь на все мои каналы, соцсети, ставьте лайки, делайте репосты. Короче, сами разберетесь, не маленькие. С вами был Рома, ваш контркультурный гид. Пока-пока.